Всем привет, я Андрей Сурмачевский, доигровщик волейбольного клуба «Зенит Казань». Сегодня я отвечу на ваши вопросы с хэштегом «Спроси Зенит». Автор лучшего вопроса получит от меня подарок, атрибутику от «Зенит Казань». Не, я говорю, у меня уже есть эта стратегия, если тупняк, я встаю, ухожу, да и все, в принципе. Вопрос от Игоря Терентьева. Какой элемент в волейболе у вас получался хуже всего в детстве, а какой лучше? Ну, я думаю, это не секрет. Прием был, наверное, самым неуверенным элементом. Поэтому, когда я начинал карьеру, я приехал с вязкой. Тренера посмотрели и говорят, будешь диагональным. Поиграл год диагональным, потом сказали, будешь доигровщиком. С тех пор я доигровщик и над приемом очень сильно работаем. Получается, я думаю, что это, наверное, подача. С детства подаю в прыжке, прям с самого детства. Я думаю, что этот элемент дается просто более увереннее, чем другие. Вопрос от Арсения Иванова. Андрей, вам нравится в «Зените»? Ну, конечно, нравится. Это глупый вопрос и... Какой же нравится? Да, приз вы не получаете, да. Хороший вопрос от Татьяны Камышниковой. Кто привел вас в волейбол? Волейбол меня привел отец. Вся семья занималась и сейчас занимается волейболом, кроме мамы. Мама говорит, что когда пошла в секцию, выбила палец и сразу закончила с этим. Вот, отец и мой родной брат, они до сих пор играют в волейбол. Вот, у нас есть в Рыбинске команда, в которой я воспитывался, команда «Метеор» с самого детства. Вы не забывайте своего первого тренера, Владимира Геннадьевича. Я ему очень благодарен, что он вложил в меня душу, нервов. Поддерживаем связь, когда я приезжаю в город Рыбинск, в свой родной город. У нас бывают с ним встречи, мы как бы общаемся. Вопрос от Сергея Гаушева. Часто ли путают вашу фамилию? Постоянно. С самого детства. Вечно путают буквы, как только они называли на самом деле, но я уже не обращаю внимания, в принципе, отношусь к этому с юморком. Ну вот это, какая же тактика у вас была все-таки, и как вы ее придерживались? Что я отвечу? Андрей, любите ли вы давать интервью? Ну, люблю, да. Очень. Вопрос от Улана Белова. Со скольки лет ты занимаешься волейболом и как это было? Отец привел меня в зал, с 5 лет. Какой там волейбол? Сначала был пионербол. Профессиональную карьеру начал я с 15 лет в Новосибирске. Там, конечно, история интересная. Я приехал с ростом 183. Сказали, что рост очень маленький, что нет смысла продолжать. Очень классный человек. Это Кукушкин Андрей Борисович. Вот. Он взял инициативу на себя и сказал, что давайте мы возьмем его, давайте дадим шанс, я беру это по свою инициативу. Так я оказался в волейболе, вот, благодаря ему я сейчас нахожусь здесь. Просто, если бы тогда он меня не взял, как бы могло все повернуться. Вопрос от Руслана Максютова. Андрей, у тебя такой прикольный смех, научи всех так смеяться, тогда мир лучше. Спасибо. Благодарю. Давай, погнали. Что это такое? Следующий вопрос от Григория Скальского. Андрей, как ты попал в команду «Зенит-Ор» и как тебе там было? Как раз Андрей Борисович Кукушкин, ему пришлось ехать из Новосибирска, предложили работу в Казани. Вот, он мне позвонил и сказал, что приезжай в Казань, будем здесь тренироваться. И я просто поехал за своим тренером. У вас нет негодования? Нет. Не вставляйте это. Вопрос от Инсафа Азизова. Какую кашу вы любите? Люблю манку. С детства. Вопрос от ЗИГ 2019. Андрей, у вас бывают моменты во время атаки, когда все вокруг замедляется и вы видите всю площадку? Глаза закрыл, открыл и все. Нет, не бывает, потому что во время атаки я закрываю глаза. Что-то тупняк пошел, да? Ты знаешь, мы, кстати, как угорали-то. Знаешь, есть такое видео, вот это мужик стоит, сзади него горит троллейбус, и он говорит, что... Троллейбус горит, ты с ним. У меня осталось 2 поездки на следующий автобус.
Вон он на подходе. Я буду дома вовремя. Я буду дома вовремя. Вопрос от Дмитрия Манжоса. Андрей, какого роста ты был в 15-16 лет и когда начал быстро расти? В 15 лет я был 183 сантиметра. С ростом шло очень тяжело, и поэтому мы нашли человека, который делает массаж для роста. Она вытянула меня сантиметров на 5 на 6. Жутко больно вообще, да. Но она помогла, и я ей очень благодарен. Она там нажимает на всякие точки, растягивает по-разному. Я просто помню, что я вот так, знаешь, я так лежал прямо на кушетке, вот так вот кулаки сжимал, у меня прям так слеза лилась вообще. Ничего не могу сделать. Вопрос от Маркеша. Помнишь, как разбил мне нос с подачи на областных соревнованиях, когда нам было лет по 12? Извини, если вдруг это было, но я этого не помню. На самом деле... Ты видел вопрос? Да, слышишь? Комментарий от Betting32. Высокая проходимость ставок, зайди, убедись в это сам. Реклама. Ссылочки будут в описании. Вопрос от Лясов15. Андрей, когда вернешься в Fortnite, кусты без тебя пустуют? То, что я сижу в кустах, это такая тактика. У меня была, короче, такая тактика. Я всегда входил в круг и садился куда-нибудь в куст, и просто ждал соперников там. Но, к сожалению, это было безуспешно. Так, вопрос от Лорана Олекна. Андрей Владимирович, хотелось ли вам когда-нибудь ударить пасующего? Если да, то почему? Мне бы хотелось ударить с вертушки с ноги, но это не буба. Догадайтесь сами. Нет, Лоран, не хотелось. Так, вопрос о Такаева 200. Как выходить на подачу в самый нужный момент и не нервничать? Это невозможно тренировать, но это будет постоянно, то есть к этому нельзя привыкнуть, всегда присутствует какое-то волнение. Это моя работа, я делаю это каждый день. Лучшим вопросом, по моему мнению, это был вопрос про то, как я попал в профессиональный спорт. Победитель получит от меня вот эту футболку с автографом. Всем выйти из Сурмака. По темным улицам летит ночной дозор.